Представьте, что вы стоите лицом к лицу с существом, чей укус может стать смертельным за считанные минуты. Змеи. Эти хладнокровные создания внушают людям первобытный страх, вызывая мурашки одним своим видом. Шанс встретиться с самой опасной из них крайне мал, но сам факт их существования заставляет нас содрогнуться. Какие же змеи настолько ядовиты, что их укус – это настоящий смертный приговор? Приготовьтесь узнать, кто входит в десятку самых ядовитых змей на планете. Змея-мугла. На 10-м месте Pseudechis australis, известная как змея-мулга или коричневый король. Благодаря своему характерному окрасу она открывает наш список самых ядовитых змей. Родом из Австралии, мулга обитает практически по всей стране, за исключением восточного побережья и Тасмании. Эта змея относится к роду черных змей, предпочитая жить на лугах, пастбищах и в лесах. Коричневых королей можно встретить и в местах, близких к воде, а иногда даже в местах, куда они случайно заползают, на местных помойках. Что касается размера, самые крупные представители могут достигать 1,5 метра в длину и весить около 3 килограмм. Но что делает мулгу по-настоящему опасной, так это ее яд. При одном укусе змея способна выделить до 150 мг токсина, а в исключительных случаях до 1500 мг. Удивительно, что мулга способна укусить свою жертву до 10 раз подряд, обеспечивая попадание яда в кровь. После укуса яд разрушает красные кровяные тельца, нарушая свертываемость крови. И хотя летальные исходы – редкость, мощный укус мулги заставляет даже опытных специалистов проявлять осторожность, ведь коричневый король – это сила, с которой шутить нельзя. Черная маба. Черная мамба – змея, чей облик и повадки вызывают страх даже у самых отважных. И она занимает 9-е место. Обитает она в скалистых саваннах Африки, предпочитая скрываться в термитниках, поэтому часто ее можно увидеть прямо на земле. Цвет чешуи черной мамбы варьируется от серого до темно-коричневого. Однако свое название она получила благодаря черному внутреннему окрасу пасти, который змея демонстрирует, если чувствует угрозу. Черная мамба – одна из самых быстрых змей, способная развивать скорость до 20 км в час, что позволяет ей не только мгновенно реагировать на угрозу, но и быть грозным хищником. Ее длина может достигать 4 метров, а некоторые особи бывают даже крупнее, что делает ее одной из самых длинных ядовитых змей в мире. Ее яд, смесь нейротоксинов, аспаргиназы и дендротоксина, вызывает паралич дыхательных мышц, что делает укус смертельным, если вовремя не получить помощь. Однако, вопреки страшной репутации, черная мамба никогда не атакует первой, а нападает лишь при угрозе. Мамбы также интересны своей биологией. Спаривание у них происходит в сезон дождей, и самка откладывает до 40 яиц, заботливо охраняя их. Основной рацион этих змей – грызуны, птицы и иногда другие змеи. С такой скоростью, мощью и стратегией охоты черная мамба – настоящий король африканских саванн, который заслуженно вызывает уважение и трепет. Кайсака. 8-е место занимает кайсака или копьеголовая гадюка. Это самая крупная змея своего рода, способная достигать длины от 2 до 2,5 метров. Ее туловище окрашено в коричневый цвет с отчетливыми ромбовидными узорами, которые помогают ей идеально сливаться с окружающей природой. Эти змеи обитают в Центральной и Южной Америке, чаще всего встречаясь на банановых и кофейных плантациях, где достаточно мелких грызунов, любимой пищи кайсак. Особенностью кайсаки, как и других ямкоголовых змей, являются подвижные зубы на верхней челюсти, которые в обычном состоянии прижаты к небу, но в момент атаки поднимаются, подготавливаясь к нанесению смертельного удара. Такое строение делает кайсаку крайне опасной, а ядовитые железы способны выделить до 310 мг токсина. Для человека летально опасны всего 50 мг, а яд кайсаки вызывает разрушение сосудов, отказ почек, нарушение свертываемости крови, а в ряде случаев – инсульт. Потрясающий случай, зафиксированный учеными, еще раз подчеркнул смертельную опасность кайсаки. Она укусила рабочего на плантации, но трагедия на этом не закончилась. Жена пострадавшего, промывая его рану, сама получила токсин через царапину на руке, что стало смертельным.
Эта история еще раз доказывает, насколько коварной может быть встреча с этой змеей, даже когда помощь кажется безопасной. Бумсланг. Бумсланг занимает 7-е место в списке самых опасных змей мира и выделяется среди прочих не только своим смертоносным ядом, но и уникальным стилем охоты. Этот африканский вид, обитающий в основном на деревьях, предпочитает скрытую тактику, незаметно вытягивая переднюю часть тела словно ветку, в ожидании, пока добыча не подойдет ближе. Такой способ маскировки позволяет бумслангу охотиться, оставаясь незаметным. Однако главное коварство бумсланга – его необычный способ введения яда. Вместо того, чтобы просто укусить, змея удерживает добычу, пережевывая ее, пока токсин постепенно не проникнет в ткани. Такой метод делает атаку максимально эффективной. Яд, мощный гемотоксин, разрушает кровяные клетки, вызывает обширные внутренние кровотечения и отеки, из-за чего раненые клетки теряют способность к восстановлению. Яд бумсланга настолько сильный, что без медицинской помощи человек может погибнуть через несколько часов. В истории наблюдений зарегистрировано несколько смертельных случаев, каждый из которых доказывает, насколько эта змея опасна даже для опытных исследователей. Опасность укуса не сразу очевидна. Симптомы, такие как отеки, кровотечение и слабость, могут проявиться спустя некоторое время, что делает лечение особенно трудным. Хотя шансы встретиться с бумсланги невелики, это смертельный хищник, с которым нельзя недооценивать. Тигровая змея. 6-е место занимает тигровая змея, один из наиболее широко распространенных видов, обитающий вдоль южного побережья Австралии. Эта змея, хотя и известна своим спокойным нравом, остается одной из самых ядовитых сухопутных змей. Ее яд действует стремительно, особенно на мелких животных, которые погибают почти сразу после укуса. Однако для человека укус тигровой змеи может стать смертельно опасным, если вовремя не принять меры. Яд содержит нейротоксины, которые поражают нервную систему, приводя к параличу. Противоядие – единственный способ остановить действие токсинов, но его необходимо ввести до начала паралича. После этого момента противоядие уже не поможет. Тигровые змеи предпочитают избегать контакта с людьми и редко проявляют агрессию. Однако их высокий уровень токсичности требует особой осторожности. Яд настолько сильный, что, оказавшись в крови, он начинает разрушительно действовать буквально через несколько минут. Песчаная эфа. Эфа, или песчаная эфа, одна из самых опасных змей. Этот вид можно встретить в самых разных уголках, от стран Персидского залива на западе до Индии и Шри-Ланки на востоке. Северная граница их ареала доходит даже до Узбекистана. Змеи обживают бугристые песчаные дюны, глинистые и лесовые пустыни, густые заросли кустарников, прибрежные обрывы и даже старые заброшенные постройки. Они прекрасно адаптируются к разным условиям и могут жить на высоте до 2063 метров над уровнем моря. Именно она расположилась на 5-м месте. Несмотря на свои скромные размеры, всего около 75 сантиметров, она обладает смертоносным ядом, из-за которого ее давно считают легендой. Эфа представляет собой невероятную угрозу. Говорят, что одной капли ее яда достаточно, чтобы убить целую роту солдат. Хотя многие истории преувеличены, укус этой змеи действительно способен оставить человека инвалидом. Ее токсин разрушает ткани и вызывает кровотечение, даже в удаленных от укуса местах. Песчаная эфа отличается своей яркой песчаной окраской с белыми пятнами и светлыми зигзагами, делающими ее заметной, но отнюдь не менее опасной. Особенно опасны встречи с эфой на полях, где рабочие часто становятся ее жертвами. Эфа – активная, подвижная змея, которая, в отличие от многих, не всегда впадает в спячку. В теплые зимы она спаривается уже в январе, а к марту приносит потомство, рождая от 3 до 16 живых змеенышей. Сама по себе эфа редко нападает на крупных животных. Ее добыча – это мелкие насекомые, пауки, сороконожки. Но, почувствовав угрозу, она активно защищается, извиваясь, издавая шуршание чешуей, и может атаковать. Ее яд разрушает кровеносную систему, вызывая обширные кровотечения. Каждый 5-й человек, укушенный эфой,
умирает. И хотя змея сторонится людей, встреча с ней может стать смертельной, особенно если человек не успеет принять меры. Ленточный крайт. 4-е место занял ленточный крайт, одна из самых ядовитых змей Азии. Но ее поведение настолько необычно, что кажется, будто это два разных существа – беспомощный шланг днем и смертоносный охотник ночью. Удивительное зрелище – видеть, как дети в азиатских деревнях без страха играют с этой желто-черной змеей. Подбрасывают ее, тянут как канат, а иногда даже делают ожерельем вокруг шеи. Ленточный крайт, однако, почти не реагирует, лишь прячет голову, стараясь спрятаться среди своих собственных колец. Такое поведение объясняется особенностью зрения крайта. У него круглые зрачки, что для ночного хищника – редкость. Яркий дневной свет словно слепит его, оставляя в беспомощном состоянии. Змея инстинктивно стремится укрыться, избегая движения, чтобы никто ее не потревожил. Но стоит солнцу зайти, как ленточный крайт превращается в безжалостного охотника. Под покровом темноты он начинает активно двигаться, уверенно преследуя добычу. Никто не застрахован от его атаки. Змеи, ящерицы, земноводные, а иногда даже птицы и рыбы становятся его жертвами. Ночной крайт – это совсем другая змея, способная яростно защищаться и смертельно опасная. Ночной укус крайта – это не шутка. Его яд действует мгновенно, вызывая паралич. Поэтому даже случайная встреча с этой змеей ночью может иметь серьезные последствия. Ленточный крайт – уникальный пример, показывающий, как природа приспособила его к жизни. Днем он прячется, беспомощный, а ночью проявляет всю свою силу. Королевская кобра. Королевская кобра, или гамадриад, самая крупная ядовитая змея, обитающая в тропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии. Именно она вошла в тройку лидеров по опасности. Она достигает длины до 5,5 метров, а ее яд – мощный нейротоксин, способный вызвать паралич дыхательных мышц. Полный укус королевской кобры может стать смертельным для человека уже через 15 минут, и хотя вероятность смерти от ее яда составляет около 75%, только 10% укусов действительно оказываются фатальными. Интересно, что королевская кобра умеет контролировать расход яда. При встрече с человеком она часто делает холостые укусы, не выделяя токсин, чтобы сохранить его для охоты. Ее добычей обычно становятся другие змеи, что и дало ей латинское название Ophiophagus – поедающая змей. Королевская кобра – терпеливое и неагрессивное животное. В случае неожиданной встречи с ней лучше всего не двигаться резко, дышать спокойно и встать на уровне ее глаз. Кобра, скорее всего, отступит, посчитав человека неопасным. Прибрежный тайпан. Прибрежный тайпан – одна из самых ядовитых змей в мире, укус которой содержит достаточно яда, чтобы убить около 100 взрослых человек. Он занимает 2-е место, хотя это самая токсичная змея на планете. Смертельных случаев от укусов прибрежного тайпана официально не зафиксировано. Тайпан обитает в юго-западных районах Квинсленда и северо-восточных частях Южной Австралии. И его редко можно встретить, поскольку эта змея предпочитает проводить день в укрытии и выходит на охоту только рано утром. Хотя тайпаны в основном избегают людей, при угрозе они предупреждают об опасности, изгибая верхнюю часть тела в S-образную форму и направляя голову в сторону возможного противника. Если этого оказывается недостаточно, они могут нанести несколько быстрых ударов, каждый из которых вводит смертельный нейротоксин, вызывающий головную боль, боль в животе, рвоту, потерю сознания и паралич. Один из компонентов яда, фермент гиалуронидаза, усиливает всасывание токсина в организм, делая его особенно опасным. Средняя смертельная доза для мышей составляет всего 0,25 мг на килограмм, что делает тайпана самым сильным ядовитым видом среди змей. Хотя нападения на людей редки, известен случай, когда в 2017 году австралийский подросток пострадал от укуса домашнего тайпана при попытке вернуть его в вольер. Благодаря своевременной медицинской помощи он выжил. Тайпан Маккоя. И, наконец, 1-е место занял пустынный тайпан, или тайпан Маккоя.
Это самая ядовитая змея на планете. Представляете? Его укус содержит тайпоксин – комплекс смертельных нейротоксинов, прокоагулянтов и миотоксинов, которые блокируют работу нервной системы, вызывают паралич, кровоизлияние и разрушение мышц. Несмотря на такую токсичность, пустынный тайпан не агрессивен и редко нападает на человека. Все зарегистрированные укусы происходили в результате неосторожного обращения с этой змеей. Австралийцы долгое время считали эту змею почти мифическим существом. О ней ходили легенды, но долгое время никто не мог ее увидеть и остаться в живых. Только в 1950 году молодой биолог Кевин Байден решился отправиться в пустынные регионы Центральной Австралии, чтобы найти и изучить этот вид. Ему удалось поймать змею, однако укус тайпана оказался смертельным для ученого. Благодаря его труду был создан антидот, который, однако, необходимо вводить в течение 3 минут после укуса. Особенность тайпана Маккоя заключается в мощи его яда. 40 миллиграммов этой смертельной смеси могут убить до 200 тысяч мышей. Его токсин в 180 раз сильнее яда кобры и почти в 10 раз мощнее ядогремучей змеи. Один укус тайпана способен убить до 100 взрослых мужчин. Яд парализует дыхательные пути и вызывает смерть в течение 45 минут, если не принять антидот. Тайпан Маккоя обитает только в Австралии, и его дикий предок, вероятно, существовал более 10 миллионов лет назад, что делает его настоящим эндемиком австралийского континента. Каждая из этих змей, от королевской кобры до пустынного тайпана, обладает уникальными способностями и смертельными ядами, созданными для выживания и охоты. Эти создания редко нападают на человека первыми, предпочитая избегать встречи, но встреча с ними требует уважения и осторожности. Сохраняя дистанцию и уважая их природные границы, мы сможем сохранить этот мир удивительных существ и их роль в экосистеме. Надеюсь, этот рейтинг раскрыл для вас много интересных фактов. Хотите тоже вдохновлять и удивлять людей? Присоединяйтесь к нашей команде. Мы создаем контент, который цепляет и вдохновляет. Если вы увлечены монтажом видео, озвучкой или написанием увлекательных сценариев, будем рады видеть вас среди нас. Напишите нашему телеграм-боту и давайте вместе делать мир ярче.